Всем привет! Я тут недавно выложила ролик на своем канале и рассказала один из моих способов, как выровнять можжевельник, который валится в сторону. В описании будет ссылочка, если кому интересно, можно посмотреть. Сейчас вы видите короткий отрывок из этого ролика. Но мы снова на том же участке, и у нас предстоит еще борьба с тремя монстрами, тремя огромными можжевельниками, доступ к которым очень сложный. В общем, снова кому-то придется на можжевельнике карачиться, а кому-то, стоя внизу, корректировать и командовать. В общем, у меня обычный рабочий процесс. Все как всегда. Вот этих красавцев надо привести в порядок. Надо им сделать такую модную стрижечку. В общем, чтобы они были аккуратненькие, компактные, не разваливались. Потому что после зимы они выходят в очень ужасном состоянии, ветки в разные стороны. Нужно немного убрать объем и высоту, потому что их сильно штормит, парусность у них очень большая. А вот третий. Но вся сложность заключается в том, что два из них возле дома. Но вот этот еще доступ к нему неплохой. Можно поставить лестничку здесь вот и добраться до него и подстричь. И он чуть ниже, чем те два предыдущих. А вот эти два находятся на парапете возле ступенек. То есть к их высоте добавляется еще и высота парапета. Решили начать стрижку самого доступного. Симпатично получилось. Начали пристреливаться к другому можжевельнику. Думаем, как подступиться к ним. Лестницы явно не хватает. Но у меня есть телескопические ножницы. То есть, по идее, должны достать до высоты. Вот этот крайний, конечно, самый высокий. И он и в диаметре серьезный такой парень. Конечно, объем у него очень большой. Но сильно уменьшать его не будем. Ни в высоту и ни в объеме тоже. Пока ребята стригли первые, я тут быстренько поработала над маленьким. Вернее, он был тоже большой, но ему осколком срезала пол можжевельника. У можжевельника справа явно видна ножка. Придется делать и с другим можжевельником, который напротив, тоже такую же ножку, чтобы как-то они смотрелись гармонично и сочетались. Но этот можжевельник очень близко растет к дому, как и вот этот, в принципе. Он от дома немножко хуже выглядит, но в принципе мы постарались спереди убрать объем, чтобы он равномерно, хотя бы зрительно смотрелся со всех сторон. Этот можжевельник находится на уровне чуть выше, а два остальных можжевельника на уровне чуть ниже, то есть уже внизу ступенек. В общем, будем играть с перспективой, стараться, чтобы они как-то выглядели одинаково. Вот этот можжевельник очень сильно, конечно, к дому. Уберу вот здесь объем, немного уберем, потому что уже здесь ходить сложно, мешают ветки. Постараюсь продублировать вот этот контур, чтобы как бы они смотрелись в ряд. Ну и этот тоже соответственно. Убираем объем, чтобы смотрелся с правой стороны можжевельника. Этот будет сразу понятно, что будет пышнее. Вообще красавец, очень красивый. Ну а этот из-за дома, он там плоско так растет от дома. Дом ему явно мешал расти. И весь объем у него шел в эту сторону. Тебе снять для жены и показать, как ты карачишься на работе. Переживает, заботится. Это хорошо. Посмотрим, что у нас получилось. Вот мы его так обстригли.
Тут, конечно, повозились с ним. Неудобно. Лестницу поставить некуда было. Сделали легкую ножку ему. Некоторые ветки, конечно, сильно обрезали, но они со временем обрастут. Этот более набитый. Ну, а этот немного порыхлее. Ну ничего, объем он нарастет у него. Чем чаще делать стрижку, хотя бы такую профилактическую, прищипывающую, они быстрее будут нарастать, веточки. Так, посмотрю со стороны на них, сравню их. То есть надо будет посмотреть, насколько уменьшить высоту у них. Ну, макушечка, конечно, этого не очень получилось. Я бы хотела получше. Но так неудобно ее было доставать. Так, поднимусь повыше немножко. Ну, в принципе, будут на одной высоте. И у него этого надо вот с левой стороны побольше объема брать, более выровнять. Ну а с макушками, конечно, да, не дотянешься, и тут можно вечно с ними сидеть, их выравнивать. Доступа нету с одной стороны, очень неудобно, все на весу. Ну, вы видели, как он там одной рукой держался с балкона, а другой пришлось просто секатором, потому что если работать ножницами с макушкой, это надо хорошо стоять наверху, чтобы двумя руками работать. Третий можжевельник в процессе. Почти закончили. Остался верх, совсем немножко. Друзья, оцените нашу работу. Буду рада за обратную связь, за комментарии, за лайки. Обрабатываем антистрессовыми препаратами. Еще одни можжевельники аккуратные и ухоженные. Приятной вам садовой работы. До новых встреч!